Мне хотелось, чтобы он работал. Было потрачен определенный бюджет, и теперь вот и начинай с ним работать. Единственное, что мне вначале не хватало общения. Что такое индивидуальный проект, до того, как мы с вами пообщались, я даже не знал. Здравствуйте! Приветствую. Сегодня хотим поговорить с вами о нашей работе с компанией Визом. То есть все честно рассказываем? Конечно, честно. Хорошо, погнали. Кто вы в компании и как давно работаете? Я работаю в компании «Ствол» уже 18 лет. Все это время до событий год назад нашей встречи я был импорт-менеджером или руководителем отдела закупок. Со временем стало интересно заняться каким-то другим проектом в рамках нашей компании. И вот повезло, что тогда нам нужен был новый сайт, и я начал искать подрядчика. Вы работаете в компании 18 лет. Да. Сколько всего лет существует компания? И вот интересная история. С чего все начиналось? Все началось в 1994 году, это уже 27 лет. Вот. Ну, как любой бизнес, начинался с маленького магазина в Одессе на задворках, и с хорошим менеджментом, с хорошим управлением собственников мы выросли в самую крупную компанию по продаже оружия гражданского в Украине. А какие сложности возникают при продаже оружия в онлайне? Сложность одна, мы не можем продавать это, но мы консультируем. И благодаря тому, что у нас есть классная платформа, да, которая выступает витриной, это помогает лучше консультировать, удобнее. То есть основные запросы наших клиентов – это информация и консультация, если то, что касается оружия. Дальше уже идет наша доработка по продаже сопутствующих товаров. Был ли у вас какой-то опыт, связанный с оружием, со стрельбой? Ну, у меня в семье была, культура обращения с оружием прививалась и правильного, безопасного обращения с ним. Появляется новая новинка. Вот как вы узнаете данную информацию? Ну, учитывая, что мы 18 лет в этом бизнесе, то есть у нас есть поставщики, которые постоянно присылают какие-то пресс-релизы. И опять же, это постоянная работа по поиску каких-то новых брендов и каких-то новых продуктов. Давайте вернемся немного в начало нашего сотрудничества. Вот вспомните, как все начиналось. У нас сайт существовал с 2008 года. В 2012 году мы начали переходить на какие-то пакетные решения, и к 2020 году мы пришли с Bittrex. Мы не очень были довольны результатами, как он работает и вообще удобство работы, докрутки каких-то новых фич на этот сайт, на эту платформу. Честно скажу, что такое индивидуальный проект, до того, как мы с вами пообщались, я даже не знал. То есть вы мне объяснили, и у нас в компании никто не знал, что вот это называется, когда под тебя пишут, это называется индивидуальный проект. Вспомните, какую основную задачу вы ставили перед нами и перед данным проектом? Мне хотелось, чтобы он работал. Чтобы не отваливалось то или иное, то, что мы задумываем и прикручиваем. Чтобы доводил покупателя до покупки. Кажется, простая цель, но не все платформы это дают легко сделать. Да, закрыть конверсионную воронку. А почему решили остановиться именно на нашей компании и приняли решение сотрудничать именно с нами? При выборе я смотрел кейсы тех или иных компаний, тех или иных разработчиков. И мне понравился ваш проект, и я решил остановиться на вас. И плюс я сам из Херсона, поэтому надо было своих подтянуть. Никому говорить? Да, никому не говорить. Процесс саморазработки, да? Насколько был комфортный для вас? С командой разработчиков все было прекрасно. Мне понравилось, как мы придумали ввести отчетность. Единственное, что мне вначале не хватало общения. Потому что я очень общительный человек, и я понимаю, когда идет, сейчас я понимаю,
когда первый этап идет какая-то серьезная и большая работа, подготовка основы, то есть, ну, нечего рассказывать, там работают серьезные специалисты, но и я не пойму, даже если мне рассказывают. Ну, а в общем, у вас очень классная команда, и мне очень нравится с вами работать до сих пор, ну и тогда нравилось. Ну, я в основном работал с проект-менеджером Глебом. Мне нравится, как он гасил мои какие-то моменты, ну, сомнения, всегда с пониманием относился к каким-то нашим специфическим вопросам. Это было классно. А во время работы, возможно, возникали какие-то, ну, назовем это, нюансы? Но они постоянно возникают. Вот, ну и как бы мне кажется, что мы с вами, опять же, с вашей командой находили общий язык легко. Ваши ожидания совпали с тем результатом, который вы получили? В целом, да. Да, я понимаю, что, ну, любой релиз любого проекта — это всегда большая трудность и бессонные ночи для всех. Вот, ну, в общем, да, вы молодцы. Вы классную работу сделали и продолжаете ее делать. Спасибо вам за это. Спасибо, что терпите иногда какие-то мои срывы психологические. Вы мне очень помогаете в этом. Когда у вас появился новый сайт, вот все, он в релизе, первое чувство. Для меня и до сих пор это, опять же, стресс, но не потому, что что-то не работает. Стресс и, да, какой-то страх в том плане, что, да, мы сделали этот проект, было потрачен определенный бюджет, и теперь вот и начинай с ним работать. И это как бы вот на тебя, ну, на меня большая ответственность возложена и ожидания, поэтому как бы очень близко к сердцу это принимаю. И вот, да, стресс, но и вера в будущее. А вы уже получили какой-то вот такой, знаете, как некий первый фидбэк от ваших пользователей, когда вы релизнули сайт? Да, он был неоднозначный. Но как бы нам нравится то, что мы сделали. Это главное. Вот. Большинству пользователей нравится. Вы же понимаете, что всегда найдется тот, кто недовольный. Но главное то, что нам нравится то, что мы сделали, и мы это развиваем, и будем развивать. А какие для вас главные фишки, особенности нового проекта? О том, что его можно дорабатывать, как мы хотим, делать все, что мы хотим на этом сайте. И это классно. Пакетные решения никогда не давали такой возможности. И это главная фишка. Все, что я придумаю, я смогу реализовать. Так и есть. За недорого, кстати. А что изменилось в вашей работе? Какие боли, какие проблемы закрыты с релизом нового сайта? Ну, конкретно для меня это управление сайтом. Благодаря вам мы поставили более удобную CRM-систему. Да. До этого была другая, были проблемы с ее настройкой. Опять же, вот моя боль управления продажами была полностью закрыта благодаря вот вашему совету и вашей интеграции, работе ваших коллег по интеграции CRM-системы. Ну и мы продолжаем, опять же, ее улучшать. Интеграция платежных систем, четкая работа платежных систем, доставка, интеграция, то, о чем вы говорили, служб доставки по Украине. То есть классно работает, и это супер. Такого у нас не было. Ну, все, что мы сделали, на самом деле, для давайте, конверсионной этой воронки, все круто работает. В какой момент компании стоит задумываться и, в принципе, реализовывать вот такой вот индивидуальный проект? Ваш совет бизнесменам. Как только собрали достаточный бюджет. Как вы внутри компании приняли решение сотрудничать с нами? Ведь не секрет, что наше решение, значительно выше по стоимости, если сравнить с некими, готовыми пакетными. SMS. Да, получается, когда мне достался этот проект, я понял, что он мне не позволяет достигать тех целей, которые поставлены собственниками. Мы понимали давно, что наш сайт, который был до этого, это не то, что нам нужно. Но нужно было прийти к какому-то решению. И опять же, после общения с вами, я узнал, что такое индивидуальный проект, и я понял, что он именно нам и нужен. Как вы считаете, получить такой результат с какой-то другой компанией? Да, конечно. Мне нравится с вами работать. Я не знаю, как бы было бы с другой компанией. А расскажите немножечко ваших планов на будущее. Желание собственников совпадает с моим сделать Amazon. На самом деле, да, это сделать вот такую платформу для продажи товаров нашей темы. Максим, и в завершение небольшой блиц.
Отвечать нужно быстро и не задумываясь. Готовы? Готов. Так и знал, что вы какую-то свинюку подсунете. Нет. Продавать оружие сложно или нет? Нет. Стрелять самому или смотреть на то, как стреляют? Стрелять самому. У ствола есть конкуренты? Да. Сайт на Битриксе или индивидуальное решение от Визом? Индивидуальное решение от Визом.